Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро расклад, пасьянс, неожиданности и сюрпризы сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня две колоды карт. Новая колода пасьянса. И я создала карты более крупными, чтобы вы могли, надеюсь, лучше рассмотреть. Может быть, это будет удобно, и я, в принципе, буду благодарна вашим комментариям. Но если мы говорим о неожиданностях и сюрпризах сентября, обычно такие расклады я делаю где-то ближе к середине месяца, но здесь я немножко изменила временной промежуток. Почему? Да потому что планетарно у нас с первых чисел сентября много планет в ретро-движении. И вот эта большая ретроградность может нам вернуть какие-то вопросы. Либо вы должны что-то переоценить и понять, как выбор сделать, стоит ли что-то продолжать. И если стоит, то тогда это как организовать это по-новому или видоизменить. А если нет смысла, нет вдохновения, нет от чего-то, или, быть может, от кого-то радости, значит, вы что-то можете привести к знаменателю. И эти энергии, они будут нами ощущаться всю осень. Кому интересно, я оставлю ссылки в описании под видео на свой и сайт. Там у меня есть планетарные гороскопы, так и на другие плейлисты на моем канале. Вот кому интересно, тоже переходите, читайте, смотрите. Но все же, с учетом того, что, как знаете, может какая-то история, словно спираль, закручиваться или наоборот у кого-то разрешаться. Здесь у каждого по-своему, уже с первых чисел сентября. Поэтому к неожиданностям и сюрпризам нужно быть готовым с первых дней. И неожиданности – это когда нам придется, возможно, действовать как-то не шаблонно, а сюрпризы использовать ту возможность, которая приходит на наш порог. И чего-то не отложить на потом. Иначе время прошло, и возможность может испариться. Ну, давайте мы предположим как раз с вами альтернативные варианты развития событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И через карты нового пасьянса, неожиданности и сюрпризы узнаем, каковы же они. Или в какой сфере жизни. Итак, для знака зодиака Лев неожиданности и сюрпризы. У вас выпадает значение вот как месяц, луна. И именно это значение нам говорит о том, что слушайте свою интуицию. Вы себе словно не должны навредить. Вам действительно может мешать какой-то шаблон. Или ваше отношение к кому-то или к чему-то. Вам что-то придется делать не совсем в том ключе, как вы привыкли это либо делать, либо оценивать кого-то. Поэтому куда-то не стоит торопиться, не время выносить такие жесткие вердикты или от чего-то отказываться. Как раз и рассмотреть то, что иррационально вам будет помогать. Здесь может быть что-то скрыто и знаете, словно что-то в тени, вам могут о чем-то не говорить, и это не обязательно со знаком минус. Здесь может быть и такая возможность. Может быть, даже банально, к примеру, по работе вам могут предложить какой-то проект, и первый взгляд на этот проект не вызывает какого-то у вас вдохновения. Ну вот не торопитесь сказать «нет». Подумайте, возьмите какую-то, может быть, и паузу. Добавьте себе знаний, может быть, по этому вопросу. Изучите буквально что-то, прежде чем кому-то сказать «нет». Или вынести вот тот самый вердикт. Правда, вам придется как бы оценивать, как и ваши возможности, и просчитывать, видеть словно на пару шагов вперед. Поэтому интуиция точно помогает. Идем дальше. Что нам еще расскажет? Какие-то согласования, хотя у кого-то это просто работа может быть, официальные учреждения или какие-либо бумаги. Что-то вы будете тут, вот именно значение дома в таком классическом стиле, имеется в виду банки, учреждения самые разные, когда вы что-то сможете сделать,
ну, по правилам, по закону. У кого-то это может касаться, кстати, и денег, если мы говорим про ипотеку, или закрыть кредит наоборот. У каждого здесь по-своему. Но удачными как раз, может быть, и будут какие-то согласования благодаря тому, что вы что-то сделаете правильно. Или жизнь может, мы говорим, сюрпризы, неожиданности. Внезапно вы узнаете какую-то новость, и вам нужно отправиться в учреждение, что-то скорректировать. И весь осенний период, он как раз и свидетельствует о том, что мы можем пересматривать брачные контракты, мы можем пересматривать контракты по работе, мы можем продвижение какое-то по работе даже у вас может создаться, особенно для вашего знака зодиака, построить карьеру или какие-то новые честолюбивые планы, и, может быть, совсем не в той области, где вы это предполагали. Поэтому альтернативный вариант или то, что за кулисами в тени, вам важно увидеть и, может быть, оформить, и остаться довольным чем-то. У кого-то из вас может быть даже знакомство, когда вы окажетесь либо в официальном учреждении, либо это не у вас дома, а где-то в другом месте, где, может быть, и собираются люди. И планетарно, если мне память не изменяет, вот правда, перейдите, прочитайте гороскоп. По-моему, у вас планетарно даже может быть знакомство, которое приходит словно через друзей или через общение на работе. То есть через расширение контактов, через расширение некоторого вашего социума или больше открытости миру. У кого-то ведь и так. И вот это лицо как раз об этом свидетельствует. Давайте посмотрим дальше. Мне уже интересно, правда. Какая-то такая загадочность присутствует на сентябрь. Вам словно полезно, мои дорогие, быть среди людей. И при этом ожидать неожиданности от этих людей. Но не отгораживаться от мира, а как раз, может быть, через информацию, полученную от других персонажей, персон, вы как-то сможете переложить на пользу себе. Либо и правда какое-то важное знакомство. У кого-то это может быть по части личной жизни, а у кого-то, я могу допустить, это будет ваше личное дело, развитие вашего творчества. Может быть, вы занимаетесь, как раз вы творческий человек, и вы, ну, для вас словно меценат нужен. И тут тоже вы что-то можете для себя со знаком плюс найти того человека, который поддержит ваши задумки или ваш какой-то проект. Но что-то такое вот может состояться, очень значимое, судьбоносное. У вас могут быть, знаете, какие-то дороги, или вы будете планировать что-то, какую-то поездку. И тогда буквально вам карта, вот эта сама по себе карта, значение, когда мы исследуем новые дороги, новые пути. Или когда вы осуществите, может быть, поездку в ту местность, где вы ни разу не были. Или у вас получится какая-то возможность откроется. Но где-то можно это и расценивать как, изучи буквально это на карте, где это находится, ну, как совет даже, да, устраивает тебя это место или нет. Если, к примеру, у вас стоят вопросы о переезде, если вы рассматриваете, в принципе, то я могу предугадать где-то или предположить, мои дорогие львы и львицы, вы собирались переехать, допустим, для кого это актуально, меня смотрят люди из разных стран, так вот вы могли какой-то вариант рассматривать переезда в определенную местность, а вот в течение сентября что-то меняется, и у вас открывается возможность переехать, ну, в другую местность, или, может быть, вам придется, или какая-то оказия появится, когда вы сможете этот переезд осуществить более быстро. Ну, здесь, наверное, у каждого по-своему, но вот местность как будто изучать нам карты рекомендуют. Ну, понятно, если для этого есть предпосылки и есть те вопросы, которые этого требуют. Дважды, наверное, мои дорогие, у вас выпадает значение компаса. Это как смена направлений ваших жизней, смена где-то приоритетов, смена парадигмы. Что-то очень важное у вас меняется.
И это не просто перемены сами по себе, которые, ну, где-то приходят вот извне, и тут действительно меняется в обстановке. Хотя я такое могу допустить. Но это что-то более глубокое, это что-то более основательное. То, что касается ваших намерений и целей, вот они могут в течение сентября измениться. Может быть, достаточно будет одной какой-то новости. Или, может быть, какого-то события. И посмотрите, нам говорят, вот есть такой в этой колоде значение чемоданчик красный с крестом. И уделить внимание здоровью. Если есть недомогание, но вообще эта карта говорит, не рискуй собой. И можно расценивать по-разному. Кто-то, допустим, если есть какой-то хронический недуг, и вы действительно чувствуете недомогание, тогда не нужно ждать, что что-то само пройдет. Обратись к специалисту. Но и, к примеру, отправляясь в путешествие, как будто дорог может быть много, или каких-то перемещений, будь внимателен, например, в отношении скорости. Не поставь себя в зону риска. Поэтому куда-то, может быть, и не стоит торопиться. Или могут быть подобные какие-то ситуации, когда, ну, может быть, и вам придется буквально уделить внимание самому себе или самой себе, даже в плане профилактики, чтобы, ну, как взять паузу, чтобы действительно не разболеться, может быть, и так. Но здоровье, оно, тем не менее, присутствует, поэтому будьте внимательны. Смотрю, какие еще выпадают у вас совпадения в символах. Надо сказать, что я пока не вижу. Не набила руку еще. Или глаз, можно так сказать, на этой колоде. Вот смотрите. Шляпа волшебника. Это шляпа-невидимка. И для вас словно быть невидимым. Переложите эту аллегорию на свою жизнь. Значит, будут те ситуации, когда вам точно настаивать не стоит. Словно быть невидимым. Это можно расценивать как, согласитесь, нас когда люди запоминают? Когда мы, ну, либо ведем себя более так с напором, или что-то кому-то доказываем. Или наоборот, мы как-то восторгаемся чему-то. И если мы находимся в какой-то непривычной для нас обстановке, сохраняйте нейтралитет. Чтобы не было, или в принципе какой-то нейтралитет. Для вас, ведь вам тоже, у вас два именно тех значения, когда нужно быть внимательному, когда нужно быть осторожному. И дважды, наверное, трижды, я бы даже сказала, с учетом этого значения, не превышайте скорость на дороге. Старайтесь подмечать, может быть, люди себя будут тоже по-разному, кстати, в сентябре вести, даже если вы водители. Это относится буквально ко всем. Какие-то вот неожиданные ситуации быть могут, и от вашего внимания будет зависеть именно, ну, как разовьется та или иная ситуация. У кого-то это будет та или иная ситуация, которая касается возможной личной жизни, и тогда себе тоже не навредить. Меньше напора, больше какого-то нейтралитета. И нам ведь говорят лицо. Это знакомство, мы говорим. Какие-то люди приходят в вашу жизнь, а вы, в принципе, вы люди видные, импозантные. Лев заходит, его видно. Даже вот если в каком-то социуме ограниченном, если мы говорим, в кабинет заходит лев или львица, все равно это видно, что это зашла персона интересная. И вот кто-то может так вами заинтересоваться и словно наблюдать. И кто знает, какие человек сделает выводы, человек может оставаться тоже где-то в тени. И вы пока что-то за сентябрь не сможете, ну, условно просчитать, чем дышит этот человек. Хотя вы можете и почувствовать какое-то внимание в ваш адрес. Ну, вот такой тонкий нюанс переложите на свою жизнь. Это можно как расценивать, я говорю, внимание буквально на дорогах, к примеру, или где-то в какой-то незнакомой местности, допустим. Но это можно переложить как внимание лично к вам. И поэтому, если есть какие-то, может быть, даже
Странные звонки вам на телефон или какие-то странные сообщения, мои дорогие, тогда бы я сказала, поменяйте пароли аккаунтов, проверьте, почистите свои телефоны или свои вообще гаджеты, которыми вы пользуетесь, может быть и компьютер тоже. То есть на предмет самосохранения определенно какие-то действия будут для вас со знаком плюс. Не все можно просчитать, но у вас будет работать прекрасно интуиция, поэтому предугадать что-то вы как раз сможете. И вот я вижу, у вас выпадает значение лупа. И, возможно, вам придется, как с одной стороны, мы говорим, большое видится на расстоянии, но менять где-то микроскоп на бинокль. Вам нужно видеть и вблизи, и вдали. Будьте аккуратны, правда, как и собой в делах. Не рискуйте, так и не рискуйте буквально физически. И пока с вами говорю, разглядываю остальные возможные совпадения. Но нет, другого я не нахожу. И мы идем с вами дальше. Давайте на колоде Таро мы тоже уточним неожиданности и сюрпризы. Что нам пояснят карты Таро? Каковы неожиданности? Или раскроют нам значение неожиданности? У кого-то может быть как и получение новой должности или согласование в высоких учреждениях, но это все то, что мы делаем по традициям, по правилам, по закону. Какой-то вопрос для вас решится, и это может означать как карма. То есть, действительно, если мы говорим про ретро-движение, может быть, и в отношении вас, мои дорогие львы и львицы, была какая-то некрасивая история. И у вас, ну, некоторая, может быть, и поначалу была обида, здесь уже и время прошло, что-то вы успели, ну, не то чтобы забыть, нет, не забыть, но уже не болит. Для вас уже где-то здоровое равнодушие. И вдруг возвращается какая-то история. У кого-то это через личную жизнь, у кого-то через работу. Может быть и возвращение каких-то рабочих моментов. Вы поменяли работу, и вот к вам возвращается тот, может быть, момент, который был связан с прежним рабочим процессом. Вы ведь не знаете, что там происходит. Там, может быть, пришла проверка, и что-то контролирующие органы, и там какие-то вопросы задают, и так или иначе, поскольку вы в этот период работали, и на вас это тоже как-то... Но я как экспромт, там, один из тысячи вариантов. Или какая-то подобная история в личной жизни тоже может вернуться, и, может быть, это где-то связано с тем, что вы как раз можете пересмотреть или пересматривать брачные договоры и все то, что я говорила, или какие-то контракты по работе, или какие-то важные документы. Для вас это будет как раз актуально. Но есть и как будто наблюдают. Будьте внимательны и осторожны. Особенно в сентябре ваши действия должны согласовываться с законом. Вас закон должен оберегать, именно в значении оберегать. Поэтому под сомнение или не провоцируйте где-то этот закон, чтобы было как-то иначе. Соблюдайте какую-то дистанцию, может быть, буквально. Соблюдайте какой-то порядок. Ну и собой не рисковать точно. По верховному жрецу здесь могут пройти очень важные согласования, как в неожиданностях. Неожиданности. У вас сильная позиция. Посмотрите, карта силы. И это не есть карта, та сила, которая грубая сила. Нет, это карта дипломатии. Договариваться вам придется. И наша прекрасная дева, изображенная на карте, льва держит на короткой цепочке. И карта нам говорит, держи эмоции на коротком поводке. Никто должен с тебя словно читать, что ты думаешь. Ты не должен быть, лев, как открытая книга. Ты не можешь быть наивным. Ведь это больше позиция серого кардинала. И мы уже об этом с вами, в общем-то, не раз говорили. Причем с разных позиций. Потому что у вас выпадают такие значения даже по нашему пассиансу неожиданности и сюрпризы. И это как по верховному жрецу. Два старших аркана. Тут действительно вам судьба что-то может, как с одной стороны, заставить в каком-то вопросе поставить точку. Или разобраться. Или навести какой-то порядок, навести какой-то баланс. И даже если вас судьба сталкивает с теми людьми, с которых вы не хотите сталкиваться, и видеть их даже не желаете. Но, видимо, есть те вопросы, которые еще
под знаменатель не подведены. И вам придется какое-то время общаться с этим человеком. И поэтому вот быть этим серым кардиналом и великим манипулятором. Вот буквально с такими-то людьми. Тогда точно вам стоит. Чтобы вы были очень проницательны и совершенно непроницаемы для окружающих. Неожиданности для вас, мои дорогие, ищу третью карту. И не сомневайтесь в себе. Не думайте, что какой-то вопрос решится сам по себе. Не создавайте вот этого невидимого забора. Наша девушка, у нее закрыты глаза, она как будто смотрит вглубь себя. Она не оценивает того, что вокруг нее. И вот это то, что изображение на карте нам показано, это ей кажется, так выглядит. На самом деле все обстоит иначе. И поэтому вам какая-то ненужная глубокая философия на мелком месте будет конкретно просто мешать. Или в неожиданностях, не ориентируйся, тогда нам говорят, на какую-то прошлую историю. Твоя задача быть в других совершенно энергиях. Это не значит, что мы с места в карьер бросаемся, но это и не значит, что мы останавливаемся, чтобы начать там ковыряться в себе буквально. Или думать, что, может быть, вы и столкнетесь с таким человеком, который тоже вы великий манипулятор, мои дорогие. Тогда вам нужно быть сильнее этого великого манипулятора, потому что вас могут пытаться именно, словно, знаете, ну, где-то заставлять, испытывать что-то подобное. Или пытаться заставить вас, чтобы вы в чем-то, ну или в первую очередь, в себе самом засомневались. Вас будут, вы можете столкнуться с такими людьми, которые как раз и будут добиваться, чтобы лев как будто огородился. Или сложил словно оружие, или сам себе сказал, я тут не могу ничего поделать, придется принимать то, что есть. А нет, варианты будут, но через дипломатию, через буквально манипуляции. Неожиданности могут быть разными, поэтому держите глаза открытыми. Сюрпризы. Будьте готовы к неожиданностям. Вот эта энергетика, горячая карта, рыцарь жезлов, это как и карта скорости, как и карта быстрой информации, быстрой реакции на те или иные события с нашей стороны, или приезда человека к нам, или как гонец, который приносит нам какую-то новость, известие. Но это вот эта энергетика горячности или огня. Это означает только вашу внутреннюю готовность, ведь нам воин, рыцарь изображен. Он идет вперед, один, в одиночку. И он готов к любым неожиданностям. Поэтому вот держите где-то руку на пульсе, и будут те события, они будут как раз о чем говорить эта карта. От твоей быстрой реакции на что-то, от твоей вот этой готовности будет зависеть какое-то, может быть, дело. Что-то ты можешь как будто приостановить, может быть, или предупредить развитие какой-то истории, может быть, ненужной или не в нужном для вас ключе. Потому что вы быстро на что-то откликнетесь и, возможно, в чем-то сразу поставите точку или оформите какой-то документ. Может быть и так. Но быть готовым к тому, что, ну, будут, видимо, в течение сентября некоторые дела как будто убыстряться. Сюрпризы, но это вот именно новые какие-то перспективы. Десятка кубков, мне нечего добавить. Может быть, какая-то история личная, которая стояла на паузе, у вас теперь получит очень быстрое продолжение, и это будет как для вас сюрприз, где-то неожиданно по быстроте, по скорости. Я больше карт не тяну, потому что прекрасная карта самого по себе счастья, радости, взаимопонимания, любви, как и творчество, наполненности жизнью. Не один кубок, а 10 кубков. Вот какой-то, вот как в сюрпризах. Полный баланс, и что-то у вас решается для вас со знаком плюс. Давайте мы все же достанем карту совет на неожиданности и сюрпризы для львов и львиц. Ну вот все то, что я сказала, закрой в прошлое дверь. Не пользуйся прежними методами. Не думай, что какая-то история, как ты действовал прежде, она тебе поможет. Ты вынужден будешь, или не вынужден, а если я, к примеру, поступлю, как поступал или поступала прежде, мне это каким-то образом будет помогать. Десятка мечей. Тут один совет. Закрой в прошлое дверь. Вот так. И где-то о повторении нам говорила эта карта.
нет никаким сомнениям. Не время даже вспоминать. Гоните прочь из себя негативные мысли. Вам нужно быть, как и держа руку на пульсе и быть готовым к неожиданностям, но это не значит, что какой-то пережитый опыт не может служить прогрессом на будущий период. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.